Так, друзья, день добрый, витам всех, приветствую, доброго дня. Наш разговор по четвергам проходит в другой день. Ну, это здорово. На связи Вера Хоптинец и все-все-все, кто желает пообщаться на тему кэшфлоу, на тему развития, на тему личностного роста. И мы начинаем. Очень рада всех видеть в чате. Читаю ваши приветствия. Доброе утро. Вижу ваши счастливые аватарки. Кстати, друзья, старайтесь делать аватарки на своих аккаунтах так, чтобы было видно ваше лицо. Не там где-то далеко, а именно, чтобы было видно ваше лицо. Ну и, конечно, аватарки, на которых только буквы, то есть имя и фамилия, то добавьте, пожалуйста, добавьте, мы хотим вас видеть. Мы все открытые, у нас открытое международное интернет-сообщество, сообщество счастливых людей, и мы хотим общаться именно, ну как, открыто и видеть друг друга. Ну что у вас хорошего за эти 2 недели практически произошло? Мы с вами не слышались. Я знаю точно, что многие достигли определенных результатов. Сегодня об этом тоже поговорим. И идет у нас подготовка к нашим праздникам. А ну-ка, включайте микрофон. У кого есть желание пообщаться, поделиться своими достижениями или, может, какими-то новостями, или что там у вас, буду рада вас услышать. Та-дам! Ну ладно. Доброе утро всем. Доброе утро, Алена. У меня Это наш... регистрация тут смешно. Да, даже подруга зашла, которую я приглашала 1,5 года. Вот она зашла, все успешно, все хорошо. И девочки мои тоже регистрируют участников, встречаемся. У нас все отлично. Здорово. А я, кстати, вернулась из путешествия. Это такое планированное было путешествие. Я была в Португалии, изучала эту интересную, такую необычную страну для меня впервые. Вот я много-много уже была в разных странах и континентах, вот, а в Португалии была впервые. Мне понравилось. Очень такая своеобразная страна. Традиции, кухня очень вкусная, красивые, ну, есть что посмотреть, и архитектура, и замечательный был у нас такой визит в музей частной коллекции, э, произведений искусства мирового значения, очень понравилось. Ну и, конечно, очень сильно впечатлил этот океан, с огромным пляжем. Ну, мы были в таком месте, где не просто пляж и песок, а прям вот такие песчаные дюны. Очень красиво. Буду делиться фотографиями. И хочу в очередной раз поблагодарить наше сообщество, наш фонд Кэшфлоу, наши проекты, наши все платформы, все, кто вместе со мной развивает это прекрасное дело, потому что такие путешествия, такие возможности открылись для меня лично только здесь, в Меркурии. Говорю как есть, потому что до этого, чем бы я там ни занималась, а у меня были разные виды деятельности, направления, и были успехи, и были достижения. Ну, такой финансовой свободы и такой свободы в перемещениях, свободы выбора, где быть, с кем ехать, какой там выбирать себе маршрут, какие отели, какие там, не знаю, какую компанию. Такое появилось только здесь. И я искренне всем желаю, кто мечтает или кто уже начал путешествовать, или кто планирует, ну, друзья, чтобы у вас это все максимально быстро тоже случилось, произошло, и вы получали от этого много удовольствия. Каждое путешествие нас, ну, меня лично, оно продвигает на следующий уровень, на следующий этап. Потому что в каждом путешествии, в каждой поездке, в каждой встрече открываются какие-то новые детали, новые горизонты, новые какие-то мысли приходят. Ну вот, например, из этого путешествия я привезла кое-какие фишки для наших лидеров. Вот прям, ну, буду обсуждать это с Ириной Левченко, с топ-лидерами.
кое-какие фишки для наших лидеров. Все почему, откуда они у меня взялись, эти мысли новые. Была экскурсия в небольшом городке, где находится университет португальский. И очень классно была рассказана история о том, что и как происходило именно в сообществе студентов. Что они делали, как они делали, что они там предпринимали. И мне это очень понравилось. И я подумала, что было бы круто, чтобы у нас тоже такое было. Так что ждите, мы все это обсудим, продумаем, как это возможно применить у нас. И надеюсь, что все это тоже будем делать. Ну, по крайней мере, это весело, это эффективно, это дает определенную точку роста. И вот мне захочется внедрить это в наше тоже сообщество. Вот. Так что путешествия всегда дают какую-то мысль, какую-то идею. Так что, призываю всех тоже, себе создавать план путешествий. И из этого путешествия у меня в команде добавится еще несколько человек, людей, которые услышали меня, услышали мой рассказ. Это, к слову, тема, как себя презентовать, да, что о себе рассказывать и как это делать. И, какой быть необходимо в таких моментах. Друзья, обращайте на это особое внимание. На вот наше мастерство, на вопрос: "А что вы делаете? Что нужно научиться делать?" Нужно научиться рассказывать о себе, рассказывать о сообществе, рассказывать о наших, проектах и уметь это делать легко, ненавязчиво, но обязательно держать у себя в голове свою, цель. Для чего я это делаю? Зачем я это делаю? Чтобы что произошло? Э, вот, это то, чему стоит научиться. Научиться, неважно, вы уже лидер или вы просто участник, или вы новичок. Конечно, на первом месте это создавать себе потоки, чтобы у вас пошел поток денег, чтобы вы могли их тратить, чтобы вы могли, улучшать свою жизнь. Но следующий этап — это научиться рассказывать о себе в проекте, о себе, ну, сначала о себе до проекта, потом о себе в проекте и о том, что у тебя сейчас получается. Конечно, еще круто — это уметь рассказывать о своих планах. А что у меня дальше? А что у меня, следующее, да, куда я движусь? Да, вот тут у нас еще привет-привет, привет из Полтавы, привет из Мадрида и привет из Вроцлава. Да, приветствую всех, друзья. Мы уже разговариваем. Я делюсь тем, что у меня происходило на этой неделе, где я была. Португалия, кстати, страна, которая очень лояльна к цифровым услугам. Ну, и в том числе там так интересно развивается криптоиндустрия, криптосообщество. Ну, то есть люди, которые таким или иным образом взаимодействуют с криптовалютой. Ну, тоже интересно. Там даже есть, целые такие городки на берегу, океана, где люди себе могут как-то удаленно там чем-то заниматься. И я подумала, что, ну, прикольно было бы и нам, меркурианцам, там какое-то место занять. Но это все такое, мечты, фантазии, там каждый делает, как он считает нужным. Ну что, друзья, я вам хочу сегодня сказать? Я хочу сказать, что, главное — это иметь цель и конкретный план действий. И на эти планы, на эту цель будут приходить возможности. И я сейчас хочу обратиться к тем, кто уже имеет такую возможность, но почему-то еще ее не реализовывает. Это к людям, которые, например, сейчас находятся не там, где бы они хотели находиться. Пожалуйста, прямо сейчас посмотрите, что вы можете сделать, чтобы переместиться в более безопасное, там, красивое, более уютное место. Вы знаете, к кому я сейчас обращаюсь? Пожалуйста, посмотрите, что вы прямо сейчас можете сделать, чего вам еще не хватает, что вам нужно еще, может быть, там, какие шаги пройти, каких результатов достичь, чтобы вы переместились в другое
более надежное, красивое и уютное место. Пообещайте себе, что вы это сделаете. Посмотрите, какая вам еще может быть нужна там подсказка, поддержка или там, может быть, рекомендация, может быть, там с кем-то объединиться и это сделать. Пожалуйста, не игнорируйте, пожалуйста. Вот. А еще, да, приветствую всех, кто присоединяется. Прага, Донецк, Вена. Ой, отлично, рада вас всех видеть, молодцы. Вот. А еще я хочу поделиться, сегодня особое было утро, потому что прям там с самого раннего утра стучится мне в личку один из наших лидеров. Я пока не буду называть, кто это, но это для меня такие самые лучшие новости. Это, знаете, когда там говорят: "Вау, у нас там то-то, то-то". Ну, сейчас мы поговорим про эти классные новости. И стучится мне в личку один из лидеров моей структуры и такой, по секрету, но на самом деле это такие эмоции крутые. И это то, о чем я думаю уже какое-то время. Когда, знаете, круто, когда у тебя в команде, внимание, вырастают миллионеры. Это дорогого стоит. И это такая радость, это такое счастье. Так что, друзья, каждый из вас это сможет. Знаете, как смог один человек, значит, посмотрим, кто второй. А потом, если уже двое, трое, то уже все могут этого достичь. И я искренне всем желаю таких достичь результатов и поздравляю нашего очередного лидера, который вырулил на эту планку и который сейчас просто в восторге, потому что это неописуемые ощущения, это радость, это осознание, что это произошло, это достижение, это команда, которая растет. И теперь следующий шаг, теперь шаг задавать себе вопрос, а сколько лидеров в моей команде, а сколько участников моих, сколько людей в моей команде смогут достичь этого результата и станут вот такими большими, счастливыми, радостными и влиятельными людьми. Так что искренне всем желаю, поздравьте и меня, и всю команду. В общем, это происходит. И я думаю, что если это там, знаете, как у нас один, два, а потом бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, и большие молодцы все, которые класс. Поздравляю, Олечка, спасибо. Каждый из нас движется в эту сторону. Но важно знать, зачем это делать. Важно зачем. Вот. Ну и на этой классной такой волне хочу, конечно, вот какие классные аватарочки, классно все, да, денежки у нас плывут рекой, потоками. И это здорово. И в этом месте хочу обязательно поднять тему наших праздней, нашего праздника, наших мероприятий, которые будут проходить 15 января. И это будет грандиозное празднование, масштабное, да. То есть смотрите, у нас, сколько городов включилось, и как, круто идет подготовка на высочайшем уровне. Это самые лучшие локации, самые, э, красивые декорации. Это статусные, ну, места. Это шикарная кухня, это крутые программы, ну, интересные, увлекательные, красивые. Где у нас будут происходить? Это Москва, Киев, Лондон. Там вообще придумали праздничный круиз, то есть огромный лайнер, огромный современный красивенный лайнер с множеством ресторанов, с множеством зон развлечения, с ежедневной крутой программой. То есть и там команда едет туда праздновать. И вот сегодня появилось объявление, в Одессе будет организовывается тоже мероприятие, обратите внимание. Ну и главное европейское мероприятие, главная точка – это Мадрид. Мадрид, Королевская опера. Ну, такого еще у нас не было. И я вам хочу сказать, что это место вообще мало кому доступно. Корпорации, компании, мало кому из них доступно это место, а мы уже смогли. И, конечно же, хочется, чтобы как можно больше наших участников, лидеров
присутствовали на этом мероприятии. Я сейчас говорю все остальные локации. Смотрите, кому куда ближе ехать или кому куда ближе команду вести, и кому куда откликается именно по настроению, по, ну, знаете, как там, ну, вот внутреннее какое-то такое, знаете, есть состояние, когда ты понимаешь: "О, мне туда". Вот. Но по Мадриду хочу объявить, напомнить, акцентировать внимание, что с сегодняшнего дня стоимость, сейчас скажу, скажите, напишите точно сколько, потому что у меня вылетело из головы. Секунду. Ой, хотела так быстро и красиво сказать, и чтобы не ошибиться. Так, у кого есть под рукой? У меня. Все. Стоимость билета 630 евро. Это стоимость, которая ниже, чем полная стоимость, примерно на 300 евро, мне так кажется. То есть полная стоимость 900 с чем-то евро. Поэтому еще по этой цене выгодной можно приобретать билеты. Мест осталось совсем мало, поэтому, друзья, становитесь, как это, быстрыми, принимайте решения. И тут даже, знаете, как вопрос не в том, поеду ли я, поедет ли моя команда топовская и лидерская, а тут стоит вопрос, и каждый себе, пожалуйста, задайте вопрос: а сколько людей из моей команды поедут на праздники в Мадрид, Москву, Киев, Одесса, Лондон, ну, британский тур, да, то есть там красиво. Задайте себе этот вопрос. Мы все заслужили этот праздник, мы все молодцы, мы старались этот год, у нас хорошо получилось. Конечно, мы еще, да, как это, доделываем свои дела и уже планируем следующее, но отпраздновать достойно, очень красиво, элегантно. Вот то, что мне очень нравится, что у нас появляется, ну, такая элегантность в этих мероприятиях, какие все красивые туда приезжают, самые лучшие наряды, костюмы, смокинги, женщины в красивенных вечерних платьях, прически, этот блеск украшений, это там звон бокалов, шампанское, еда. У нас на 2 локациях мишленовские повара, друзья. У нас на 2 локациях мишленовские повара. На круизном лайнере, я уверена, тоже будет там высокнее, потому что это, ну, самые такие, ну, красивые маршруты, самый, ну, мощный такой современный лайнер. Там всегда какие-то тоже интересные команды именно шефовские работают. Вот, так что закрывайте глаза, мечтайте, представляйте себе эту картинку и присоединяйтесь. Нас уже много, уже команды сформированы на эти праздники, но есть еще немножко мест, которые, возможно, ну, это ваш. Будьте смелыми, ничего не бойтесь, наоборот, желайте лучшего в своей жизни, и каждый из нас этого достоин. Так, идем дальше. Друзья, что еще хочу сегодня на нашей встрече, какой вопрос поднять? Еще хочу поднять вопрос, который касается наших потоков. Да? Мы все время поднимаем эти темы, все смотрим, какая у нас там происходит, какое движение, как развиваются команды. Что меня радует? Меня радует то, что новые участники, которые присоединяются к нашим командам, они уже присоединяются сразу же на стартовые и растущие потоки. И это так здорово, потому что это очень крутой показатель. Показатель того, что сами участники и лидеры, они уже умеют по-другому презентовать наши платформы, презентовать наши э, проекты, наши потоки. И это здорово, и я хочу вас всех поблагодарить, кто так делает, потому что наши как наставления не прошли мимо. Вы молодцы. Э, по результату я могу сделать вывод, что чему научились и уже умею делать
Ну, те, кто приходят за советом, те, кто приходят за наставлением. Вы молодцы. И это сразу дает результат, потому что, во-первых, новые участники, они осваивают эти потоки, они включаются уже в этот процесс, осознанный, да, то есть у них уже есть какой-то определенный план на ближайшие несколько месяцев, что им и как делать. Вот, и, идеальная точка, сейчас посмотрим. И, это здорово. Это значит, что человек не будет тратить, время там на, как это, вот он там пока раскрутит свои там быстрые потоки, а он будет сразу получать хороший результат, качественный результат, результат, который, быстрее приводит к желаемому. Вот, поэтому хочу вас всех поблагодарить, кто так делает. Кто еще так не делает, пожалуйста, дайте об этом знать, своему лидеру или топ-лидеру в команде, в которой вы находитесь. Ну, или там пишите кому хотите. Давайте инициативу. Если еще нужна будет какая-то школа на эту тему или там общение на эту тему, как это делать, зачем это делать, почему так лучше, как научиться это делать, дайте об этом знать, и мы обязательно с удовольствием об этом поговорим отдельно еще. Знаете, вот ну, Ирина Левченко много на зарядках разных фишек дает. Ребята, которые проводят, созвоны, командные лидеры, я знаю, много тоже дают информации и разъяснений. Но если вдруг мимо вас еще прошла эта информация, не стесняйтесь, заявляйте об этом, и мы будем вместе над этим еще дополнительно работать. Так, вот так как раз про стартовые и растущие. Ну, я не знаю, тут на минуту 30, ребята, ну, посмотрите этот, я сейчас не буду включать, потому что у нас идет запись нашего разговора, а потом в чате все сможем посмотреть. Спасибо, Сережа, посмотрим. Так, ну и еще раз уж мы тут говорим о стартовых и растущих, пожалуйста, просмотрите, у кого еще нету именно этой пары, именно стартовый и растущий, и запустите себе эту пару. Во-первых, это сейчас обращаюсь к участникам. Во-первых, это посмотрите на всех платформах, что у вас происходит в кабинетах. Но раз вы уже пошли на какую-то платформу, то сделайте уже там хорошо. Слышите меня? Если вы уже пошли на какую-то платформу, то сделайте там уже хорошо. Вот так, как надо сделайте. О чем речь? Речь о том, чтобы на всех платформах, если вы там уже есть, у вас были и стартовый, и растущий поток. Во-первых, у вас будет денег больше, потому что эти потоки, они очень эффективны. Во-вторых, вы станете более, как это на русском языке, обизнанными, как это, осведомленными, да, то есть вы станете, у вас еще больше будет внутри знания и понимания этих потоков. В-третьих, вы сможете об этом круто заявить, что у меня на всех платформах крутые стартовые и растущие потоки, я развиваюсь на всех или на каких-то, да, называйте на каких платформах, и я реализую свой финансовый план. Это звучит круто, это звучит серьезно, да, то есть и восприятие других людей вас будет уже немножко другое, особенно тех, кто еще не здесь. Они думают, ого, он уже и на той платформе, а я еще нет, что-то надо ускоряться. И будут вам задавать вопросы, а как у тебя это получается, а как мне это сделать, помоги мне в этом разобраться и так далее. Ну и еще один момент, у участников, у которых есть и стартовые и растущие потоки, вы усиливаете своих лидеров. Вы усиливаете своих лидеров. А лидер – это человек, который администрирует вашу команду. Это человек, который отвечает на вопросы, это человек, который проводит презентации, это человек, к которому вы можете прийти и привести на встречу своего участника или новичка какого-то, друга, приятеля, который заинтересовался. Это человек, который всегда вам сможет дать какую-то подсказку. А если вдруг у него нет еще ответа на ваш вопрос, он знает, у кого спросить. Он знает, у кого спросить и уточнить. Понимаете, о чем я говорю? Позаботьтесь о себе и о своих лидерах. У каждого лидера
сейчас каждый лидер, он проходит такую квалификационную тест, или как правильно сказать, от системы. Система, там некоторым лидерам присылает подсказки, что еще нужно сделать, чтобы статус был подтвержденным, чтобы команда усилилась и так далее. Поэтому, смотрите, друзья, еще раз, на каком бы вы уровне сейчас не находились, пожалуйста, каждый просмотрите свои кабинеты на тех платформах, где у вас они открыты, где вы есть, где вы там развиваетесь, и сделайте так, чтобы у вас были и стартовый, и растущий поток на каждой платформе, где вы находитесь. Услышали меня? Дайте мне обратную связь, пожалуйста. Дайте обратную связь. Обратная связь – это какое-то сообщение или голосовое, или письменное, или текст, или смайлик, или кружочек, плюсик. Это называется обратная связь. Это и учитесь, пожалуйста, реагировать, потому что часто такое бывает, мы что-то вещаем, рассказываем, что-то делимся самым лучшим, что у нас есть, какие-то там лайфхаки, какие-то фишечки, какие-то там, какие-то выводы, какие-то мысли, какие-то еще что-то, что-то, что-то. И смотрим такие, прочитал человек, а реакция где ваша? Учитесь это делать, потому что это важно. Мы тогда понимаем, ага, нужно еще добавить, еще усилить, ага, еще вот это. То есть даже если вам что-то не нравится, высказывайте, мне это не нравится, или я там по-другому или по-третьему. Но если вы это прочитали, хотя бы поставьте лайк, что вы это прочитали, что вы не пролистнули ленту неосознанно, неосмысленно и не глядя, а что вы участник активный. Все, спасибо, благодарю, вижу ваши сердечки, лайки, плюсики, все хорошо, вы умнички, молодцы, так и надо. Так и надо, да, все, и ромашки пошли, и цветочки. Ладно, хорошо, окей. Так, и что еще? И еще, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, есть возможность, у нас еще есть время, мы можем на эти вопросы найти ответ, поискать ответ. Включайте микрофон или пишите, можем на ваши вопросы. Или, может, у кого-то есть какой-то комментарий или еще что-то. Короче, у нас сегодня есть время для открытого микрофона. Включайтесь. Всем привет, я Оля, Одесса, мой пригласитель Олег Погорелов и Марина Погорелова и Галина Денисенко топ-лидеры. Я очень всем благодарна и вам тоже за проведение такого чудесного мероприятия, вот таких вот, встреч наших, да. Вот, и у меня такой вопрос. Вот я недавно завела на кыргызской платформе «Растущий поток», но это еще месяца не прошло. Вот, и через какое время там у меня получилось, грубо говоря, там на 100 евро приблизительно, да, так, чтобы еще двойное сразу было пополнение. Вот. И через какое время можно будет оттуда уже вот деньги там брать или, не знаю, завести вот новый, наверное, не хватит, допустим, даже новый, потому что денег этих мало. Вот. В общем, брать оттуда деньги. Через какое время можно будет? Спасибо. Добрый день, Оля. Вы можете брать в любое время, какое когда вам нужны деньги, тогда и берите. То есть здесь нет ограничений. Другой То есть вопрос, он не станет меньше? Да. смотрите, Потому что надо будет завести опять туда, да, смотрите, в растущий. вопрос же у вас не в том, оказывается, когда можно брать, а что будет, если я буду оттуда брать? Правильно? А. Да. Смотрите, друзья, на что бы я акцентировала свое внимание? Потому что от того, куда у нас сакцентировано внимание, то у нас и как это усиливается. У меня растущий поток. Главное его что любая сумма, которая туда попадает, увеличивается минимум на 50%.
И меня не смущает то, что он там может снизить, начисления, если я выведу, или там, наоборот, оно там растут, эти начисления. Я делаю так, и всегда так делала с самого первого моего потока, потому что самые первые потоки, я присоединилась к сообществу в 2014 году, они были очень похожи на поток, растущий. Хотя растущий у нас сейчас круче, но те потоки, они были, он был тогда один, и он был похож на растущий. Так вот, то есть любая сумма, которая заходит в поток, она увеличивается. И из потока я уже в любом случае получу больше денег, но я их получаю частями каждый день. И эта часть вот сейчас в растущем потоке, она каждый чуть-чуть увеличивается. Дальше. Исходя из того, что я знаю и понимаю, что любая сумма, которая попадает в поток, увеличивается, то я делаю так, чтобы все мои деньги, которые откуда-то мне приходят, там, раньше я ходила ну, там, зарабатывала в бизнесе, там, в предпринимательстве, то есть все деньги, которые я где-либо зарабатывала, я сначала отправляла в поток, их там становилось больше, а тратила я из потока. И сейчас я также делаю. И сейчас я также рекомендую всем делать. И если, идти дальше и задавать себе вопрос: а сколько же там должно быть денег в потоке? Или какая сумма, ну, там меня будет радовать? Это уже вопрос каждому из вас. Каждый себе задает этот вопрос. Мне было важно создать, ну, дойти до такого размера растущего потока, который будет в день даже на самом маленьком начислении давать мне необходимую для жизни сумму. Еще раз. Смысл такой: не прокручивать одни и те же деньги, которые там зашли, и там вот их что-то там, это не снимаем, это ждем, потом это, потому что упадут начисления. Да пусть снижаются, это нормально. Это алгоритм очень крутой. Он для того, чтобы, если нам уже столько денег не надо, чтобы мы их не снимали, пусть они там себе лежат. Но если деньги нужны, а они нужны сейчас, я знаю точно, Оля, что вам нужны деньги, потому что я вижу, какой поток вы озвучили, да, какой вы поток создали на 100 евро примерно, может, чуть больше. Этого мало. Это денег из потока, который вы получаете, еще на хорошую жизнь не хватает. Поэтому нужно не бояться, а деньги себе снимать, если надо, и использовать в жизни, но поставить себе задачу наполнять этот поток извне. То есть где-то же вы зарабатываете деньги, где-то же вы как-то трудитесь, да, то есть вы же пока еще не лидер, не топ-лидер в сообществе, у вас же пока еще нету здесь больших бонусов, но На вы можете на уже это. пенсии. Отлично, у вас На времени пен на полно. пенсии. Отлично, прекрасное время для того, чтобы научиться презентовать наш фонд, наше сообщество. Кстати, в этом чате закреплен файл обучения именно эффективной презентации. Вот прям нужно выделить себе в своем прекрасном свободном времени юного пенсионера, выделить себе там 3 дня подряд по 2 часа и выучить эту презентацию, а потом ее просто всем рассказывать. И говорит: слушай, вот послушай, вот мне наш топ-лидер Вера Хаптинец дала задание выучить вот этот текст и рассказать его так, чтобы и спросить у человека: тебе понятно? И вот выполняйте это задание, говорите, что вот у меня задание, можешь меня послушать, потому что вот, ну, мне надо было выучить, потом рассказать и услышать обратную связь. Обратную связь, мы уже знаем, что такое обратная связь. Это получить от человека его реакцию, да, то есть понравилось, не понравилось, вот это понятно, это непонятно. А вот если бы я тебе, постороннему человеку это рассказала, ты бы захотел к нам присоединиться? Или, а какие бы у тебя возникли вопросы? То есть, ну, сыграйте такую игру, то есть расскажите человеку не ему лично,
А вот просто говорю, надо тренироваться, потому что я буду это, я хочу это делать красиво. Вот скажи мне, я уже красиво это делаю, или еще некрасиво, или еще что-то надо подучить, или надо там на какие-то, не знаю, там на какое-то место обратить внимание. И все, вот ваш инструмент, который будет приносить вам другие деньги. Деньги, которые называются у нас бонусы. Это вознаграждение за развитие проекта. Это бонусы реферальные и бонусы лидерские. Ну, если вы там постараетесь, и когда вы там станете лидером, то уже будут лидерские бонусы. Это хорошие деньги. Кстати, вот эти деньги, это и есть заработанные деньги, которые вот их стоит запускать в растущий стартовый поток, а из растущего стартовые потоки. То есть здесь бесконечное движение денег, миллион всевозможных комбинаций, но самое главное, что нужно помнить и про растущий поток, что все деньги, куда попадают, увеличиваются в объеме. Поэтому нужно не акцентировать внимание, что если я сниму и снизится, ну, снизится чуть-чуть, а акцентировать внимание на том, чтобы, когда вы снимете, чтобы та сумма, которая будет на следующий день начисляться, чтобы она вас тоже радовала, чтобы это было в день, там, не знаю, 50, 100, 200, 300 долларов, евро, британских фунтов или там, если добавьте ноликов в тенге или в рублях или в иенах, чтобы вот эта цифра, которая минимальная, как вы называете ее, чтобы она вас радовала и покрывала все ваши расходы. Теперь понятно, куда стремиться, Оля? Да, понятно. Спасибо большое. Очень хорошая фишка. Вот это по поводу попросить, ну, как бы мнение, да, другого человека, знакомого, да, чтобы вот он дал обратную связь. Очень классно. Спасибо, хорошая находка. Мгм. Спасибо большое. Пожалуйста, но только выучите Я презентацию поняла. хорошо, чтобы вы от нее сами Да, кайфовали и да. радовались. Так, Сергей Я уже Малинкин. начала ее даже Да, Вер, конспектировать. приветствую, Сергей Малинкин, да, на связи. Я бы хотел вот тебя дополнить, добавить. Вот по поводу процентов в начислениях в растущем потоке. Вот этот вопрос я вижу в огромном количестве каждый день. И мне его задают, и я вижу его в чатах, и люди постоянно заморачиваются вот с этим. А сколько у меня будет процент начисления? А вот если я пополню вот на такую-то сумму, какой будет у меня процент? Там 0,32 или 0,31,5? Вот грубое сравнение, но просто первое, что в голову пришло, это вот то же самое, что смотреть на палку, а не смотреть на на того, кто ее бросает. Я к тому, что не на том фокус люди держат. Вот, друзья, мне кажется, что нужно держать фокус на сумме в потоке. Вот туда нужно смотреть, вот на нее нужно обращать внимание, чтобы она росла. Потому что если растет сумма в потоке, соответственно, и начисления у вас растут. И вообще там плевать абсолютно, какой у вас там, насколько там что у вас откатилось, когда вы там снимаете сумму, вот именно ту, как ты, Вера, говоришь, которая нужна на жизнь. Все, вот я не понимаю вот этих заморочек. Люди вот не туда смотрят, как бы не на то обращают внимание. Вот я это хотел сказать, дополнить. И очень Да, классная, спасибо. да, и очень классная мысль еще, Вера, у тебя по поводу усилить лидеров. Блин, мне так это понравилось. Крутая штука. Беру на вооружение. Спасибо. Да, супер, Можно? спасибо, да. Можно Сейчас, добавлю? да, Марина, можно? Сейчас, секунду, я Ага. Сергею еще, и в продолжение 2 слова. Смотри, Мгм. у людей, разные, да, потому что они же не знают, как надо. Вот мы должны все помнить, что те люди, которые к нам приходят, или которые здесь есть, но еще не разобрались, еще там они в своих этих программах, каких-то мыслеформах живут и там стандартах, они не знают, как надо. И наша задача, и опытных участников, и лидеров, и топ-лидеров, да, это перенаправить их внимание в ту точку, которая даст им хороший результат. А эта точка, это, сказал Сергей, я подытожу, это сумма, которая в потоке. Вот нужно заботиться о том, чтобы эта сумма все время подрастала. Как она подрастает? Мы туда добавляем новые деньги. Не те, которые мы уже получили и себе зажали и не потратили, а запустили обратно в поток. Нет, это дисгармония. А нам нужно, чтобы мы развивались гармонично,
чтобы эти деньги улучшали нашу жизнь. Ну, то есть жизнь каждого, кто запускает себе потоки, чтобы жизнь улучшалась. Да, сначала там мы тратим 20 евро в день там, или 5 евро в день, потом больше, но мы тратим их. А в поток где-то зарабатываем деньги, стараемся и запускаем. Заработать можно и у нас в программах, в проекте. То есть рассказывать людям о проекте и получать бонусы. И второй акцент, на что обращать внимание, то есть сконцентрировать внимание новых участников, это на вот этой маленькой сумме, которая, ну, еще раз, вот эти 0,3%. Вот сказать, смотри, вот тут 0,3, отталкивайся от нее. Делай так, чтобы она у тебя выросла, чтобы она тебя радовала. А все, что будет сверху, это еще дополнительный, ну, скажем, не то чтобы бонус, это вознаграждение, это благо, это вот эта щедрость проекта. Тебя будет, если ты будешь правильно все делать, тебя будет засыпать деньгами. Но твоя задача не жадничать наперед и смотреть, а сколько там, а конкретно сконцентрироваться на том, чтобы вот эта маленькая цифра, которая самая, ну, минимальная, чтобы она для тебя была хорошей, чтобы она тебе покрывала твои расходы. Вот к чему нужно стремиться. И все. А вот это все, оно Верочка пропала или у меня только? И у Мало меня пропало. тоже. Только не слышно. Так, еще раз. Я на связи, я вас слышу, наверное, уже нет. Говорите, кто там включал Ми мікрофон. тебе чуємо, Віра, тільки зараз. Хвилинку чи півтори тебе не було чутно. Хочу уже сказать спасибо за ваши дополнения и за ваши такие вот лайфхаки. Спасибо большое. Все очень ценно и уместно. Спасибо. Я просто еще хочу вот добавить, что я просто слышала ну, вот на каких-то школах, да, о том, что лучше вот этот поток немножечко взрастить, чтобы он набрал силу. И потом уже оттуда можно там что-то снимать, добавлять и так далее. Вот он так будет работать лучше. Спасибо. Ну, смотрите, рекомендаций разных много. Я вам делюсь той, которая максимально эффективно сработала у меня. Все знают, ну, кто со мной общается, знают, как круто за 5 месяцев у меня увеличился мой доход в 36 раз. Именно благодаря вот такому растущему потоку и вот таким действиям. То есть мне нужно было и жить с этого потока, и его ну, там, увеличивать. Но еще раз, я увеличивала поток теми деньгами, которые где-то зарабатывала. Во-первых, это включает, понимаете, как это, исключает вот эту пассивность и лень. Ну, типа, вот ничего не буду делать, буду просто эти деньги перекладывать, докладывать. Но в этот момент жизнь у тебя не улучшается. А мне хотелось и жизнь улучшать, ну и жить вообще как-то, выживать надо было. И расти. И это очень круто, потому что я начала всем рассказывать о проекте, о возможностях, о том, что это гениальное изобретение, что это улучшит мир, потому что множество людей смогут порешать свои вопросы там, с деньгами, с качеством жизни, улучшатся отношения, потому что не надо будет ссориться из-за денег, не надо будет ужиматься, можно будет все, что нужно приобретать, там, обучать детей в хороших учебных заведениях, там, заботиться о родителях, путешествовать, жить в том месте, которое нравится. Я вот это все рассказывала о том, ну, тогда еще тяжело было рассказывать о проекте, потому что ну, это вообще ноу-хау такое было, что ну, у многих людей ступор возникал. Это было непросто, но так меня вдохновляла эта идея, и до сих пор, вы представляете, уже 10 лет, уже мне 11-й год, вот будет в апреле 11 лет, как я в сообществе. Я ни на секунду не остановилась. И поэтому такие результаты, поэтому такие команды, поэтому такие крутые лидеры и топ-лидеры.
выросли. Потому что, ну, вот по такому принципу я не просто рассказываю, я так живу, я так делаю. И поэтому, ну, понимаете, уже не впервые утром пишет и звонит человек и говорит, я стал миллионером. Это так круто, это такие ощущения, это такое, это восторг, это вау, вообще это такое. Я говорю, ну, супер. Поэтому вы, конечно, можете выбирать свои варианты, свои съедали, но если не будет личностного роста и личностного развития, а оно к нам приходит через преодоление личных каких-то там, не знаю, зажимов, ограничений, там, узкого мышления, там нужно расширять это мышление, нужно действовать, нужно становиться более уверенным. А смотрите, вот эта презентация, которую мы уже по кругу миллион раз говорим и буду говорить, это презентация каждого участника, кто ее выучил и практикует, делает сразу крутым. У него уверенность появляется такая, что он сам офигевает, как он такое смог, потому что он уже специалист, он уже эксперт в этой сфере. Когда он приходит к кому-то, с кем-то общается, ему, внимание, есть что сказать. Еще раз, выучите, блин, эту презентацию, вам будет что сказать. Вы эту презентацию можете с разных сторон использовать в любом разговоре. А чем ты занимаешься? А что там? А я в проекте, который, офигеть, обучает людей новым навыкам на новом финансовом рынке мировом, на минуточку. А чем ты занимаешься? А я инвестирую в денежные потоки. Откуда у тебя деньги? А потому что я инвестирую в денежные потоки. А как это? А офигеть как, смотри, у нас тут каждый день миллионеры рождаются, прикинь. А что это? Откуда он взялся, этот проект? А потому что мир изменился, вот поэтому он и появился, потому что в этом мире, который сейчас, уже невозможно стать богатым и счастливым. Нужно так фигачить, что всю жизнь туда кладешь. Ребята, вот смотрите, я могу этот текст, я его использую по-разному, с разных сторон. И вы можете, но если вы его не выучили, он у вас внутри не заложен как основа, как фундамент, вам тяжело общаться с новыми или там с другими какими, потому что вам нечего сказать. А когда у вас это внутри есть, и вы это используете, и так, и это предложение, и это, и вот так, и вот так, и вот так, то вам есть что сказать, и вас воспринимают как уверенного, знающего свое дело человека, которому, внимание, можно что? Доверять. Еще раз. А почему это мне не доверяют или там это? Да потому что вам нечего сказать, у вас нет уверенности. А когда эта уверенность появляется, она появляется тогда, когда вам есть что сказать, когда вы уверенно можете спокойно, можете об этом поговорить. Не вот это, ну я не знаю, ну тут это, что-то там тревожность внутри, сомнения, какие-то там, что-то я там маленький, несчастный, не могу там ответить на вопрос. А ты так вдохнул, у тебя внутри есть эта презентация, и там есть ответы на большинство вопросов. Все. Представляете, какое волшебство? И как это может быть? Так, у нас там из-за того, что был сбой связи, Марина Погорелова не включила микрофон. Мариночка, ты здесь? Это наш топ-лидер. Да, Давай, еще, пожалуйста, хотим тебя услышать. да. Спасибо, Верочка, большое. В принципе, уже все сказано, но я просто хотела один момент, когда вот люди говорят о растущем потоке, я всегда им говорю, обратите внимание, то, что у вас потоки, не смотрите на эти проценты. И говорю им просто, вот смотрите, если у вас процент падает, ну и что, вы просто эти деньги получите, ну, растянуто за 2 месяца, да, если вы хотите их забрать и куда-то в другой поток перевести. А если вы уменьшите поток, то получите за 3 месяца. Все. И обращайте внимание вот именно, что у вас в потоке. И потом вот то, что ты сейчас сказала, здорово. Вот, ну, любую сумму туда приумножаешь, потому что e-currency. И каждый поток, особенно вот наш стартовый поток, да, я обращаю внимание, что там больше всего e-currency подтягивается. А это значит, у нас больше будет дохода по этому потоку. Ну, вот такой вот момент хотела добавить. Верочка, спасибо большое вот за эти встречи, потому что настолько ты всегда получаешь разные подсказки, хотя вроде бы, да, и давно здесь, но каждый раз ты слушаешь и, вот точно, вот так надо делать. Поэтому я всем желаю быть на таких встречах, а если
человек не смог прийти, просто их переслушивать, потому что иногда кто-то отвлек тебя вдруг, да, а потом начинаешь переслушивать, думаю, боже, так это же вот Вера сказала. Это же можно сделать так. Поэтому, Верочка, тебе спасибо большое за вот такие школы, за щедрость в общении, за внимание и за подсказки. Спасибо большое. Благодарю, Марина, благодарю. Это приятно слышать. И это спасибо тебе за обратную связь, потому что именно от обратной связи я отталкиваюсь, а что еще, что дальше. А так ли это все, как я себе представляю, представили и приняли те, кто слушает. Благодарю, это очень важно. Спасибо, друзья. А еще я вам хочу сказать секрет такой, да, почему так получается. И призываю вас включаться сразу в процесс, потому что, ну, я так устроена, у меня идет отклик на запрос. И если у вас нет запроса, я не знаю, что вам дать. Спасибо Ольге, которая сегодня включила микрофон и задала этот вопрос. Видите, из элементарного вопроса, ну, элементарного для нее это был важный вопрос. Вот все получили полезность, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, будьте активными и проявляйте инициативу. Если у вас действительно есть вопрос, который вас волнует или который для вас непонятен, ну, просто его озвучивайте и будем разбираться. Я с удовольствием. Ну что, мы так быстро, время пролетело, час нашего общения уже практически Благодарю всех. Готовьте вопросы на будущее. Если вдруг нужно, как это, еще одно общение, вдруг вы чувствуете, что вам хочется еще пообщаться, еще созвониться, проявляйте инициативу, пишите об этом в чате. Добавляйте сюда людей, пожалуйста, пишите мне в личку email и никнейм с Телеграма, и пусть они тоже приходят и слушают, пусть они тоже получают полезности. Ну и вообще, радость от нашего общения – это великое дело. Всех благодарю, всех люблю. На связи была Вера Хоптинец. Наше общение по четвергам-сегодня пятница. Ну, спасибо вам, что вы тоже гибкие и смогли. Жду наших встреч в следующий раз. Красивая цифра у нас присутствующих. Всех обнимаю. Всем классного дня, хороших результатов, встреч, новых знакомств. И летим дальше, каждый достигает своих целей. И до встречи, ну, лично со мной в Мадриде, а всем остальным до встречи на нашем празднике в январе. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы и ваши люди там были. Это важно. Вы потом сами себе спасибо скажете. А вообще мне понравилась фраза, я ее как-то, наверное, теперь тоже зарегистрирую. Называется «Вера сказала». Буду стараться говорить и повторять. Все, обнимаю, пока-пока.